Фермер по имени Джейкоб жил на окраине небольшого городка, окруженного бескрайними полями и густыми лесами. Его ферма была старой, унаследованной от отца, с покосившимся амбаром и несколькими дюжинами бурых коров, пасущихся на лугах. Жизнь шла размеренно, каждый день как под копирку. Доение, кормление, ремонт забора, расчет с поставщиками. Но однажды он заметил нечто странное. Каждый раз, когда Джейкоб подходил к коровам, чтобы прогнать их ближе к хлеву или проверить пастбище, он замечал, что все животные стоят одинаково неподвижно, головы опущены, но глаза устремлены в одну и ту же сторону. Всегда, будь то утро, вечер или даже пасмурный день, их взгляды были обращены на дальнюю часть пастбища, туда, где начинался овраг и начинались дикие заросли. Сначала он списал это на случайность. Мол, ветер дует оттуда, или они ждут кого-то с кормом. Но прошло несколько недель, и поведение не менялось. Коровы могли бродить, жевать траву, но как только замирали, всегда поворачивались туда. И стояли, будто завороженные. Однажды его сосед, подросток по имени Томми, пришел помочь с работой на ферме. Когда они вместе шли мимо стада, парень вдруг остановился. Он тоже заметил это десятки глаз, смотрящих в одну точку. Без слов он начал медленно идти по направлению этих взглядов, через поле к оврагу. Джейкоб остался стоять, наблюдая, как тот приближается к густым зарослям у края. Томми исчез за кустами. Молчание длилось дольше обычного. Ни шагов, ни голоса. Только коровы продолжали смотреть туда же. Джейкоб не выдержал и пошел следом. Он спустился во враг и застыл. В тени деревьев, частично скрытый мхом и гнилыми листьями, был люк. Металлический, круглый, с ручками по бокам. Он явно был старым, но не заброшенным, вокруг лежали следы, как будто кто-то недавно его открывал. На крышке были странные знаки, выцарапанные в металле. Томми стоял рядом, молча, и не сводил глаз с люка. С тех пор стадо увели на другое пастбище. А люк остался. Джейкоб не решился его открыть. Он просто стал избегать той части земли, как когда-то избегал ее его отец и дед, о чем раньше просто никогда не говорил. Но коровы все еще смотрят туда. Даже через забор. Даже на новом поле. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.